Мозг есть, ствол есть, 30 лет проспите. И мажу свой ствол мощно. Сначала помолиться, а потом заниматься сексом. Минуту молчал. Волшебная таблетка есть. А теперь вы сколько денег потратите на свою реабилитацию после инсульта? Все люди делают это. Но почему так плохо получается? Очень часто и у многих из нас. Нет, не сплю. 2 минуты буквально. Я сейчас почту посмотрю, проверю и вам кину. Ладно? Как вы думаете, что неправильного сделал этот человек для того, чтобы заснуть? Все. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из вас хочет получить волшебное лекарство для того, чтобы продлить свою жизнь. И не просто продлить, а чтобы она была насыщенной, полноценной, чтобы вы на долгие-долгие годы сохранили свою память, сохранили свою энергию. Я сразу скажу, что такое лекарство, такая волшебная таблетка есть. Вот об этом мы поговорим сегодня, и для того, чтобы узнать, что это за волшебное средство, досмотрите, пожалуйста, наш ролик до конца. Сегодня мы с вами поговорим о сне. Представьте себе, что вы проживете 90 лет. Дай Бог, чтобы это было так. Так вот, из этих 90 лет вы 30 лет проспите. Почему так много? Все знают о трети нашей жизни, которую мы с вами проводим во сне. Для чего мы так много спим? Для чего нам нужен сон? Что он нам дает? И почему он так важен для нашего здоровья? И физического, и ментального. Актуальность проблемы нарушений сна не вызывает никаких сомнений. Я могу сказать, что по данным литературы от 15, а в некоторых странах до 40% людей страдают от нарушений сна. Вот мы все сейчас говорим о коронавирусе, мы все с тревогой следим за новостями, сколько заболевших, и совершенно не замечаем той пандемии, которая давным-давно скрыто существует во всем мире, в каждой из стран мира. Огромное количество людей плохо спят. К чему это приводит? Буквально несколько цифр. Нарушение сна увеличивает риск онкологических заболеваний в 4 раза. Риск развития инфаркта миокарда и инсульта до 6 раз. Опасность заболеть сахарным диабетом также возрастает несколько раз. Представьте себе, что и иммунитет, ваш иммунитет снижается от простой бессонницы. Сравнительно недавно мы проводили специальное научное исследование, которое так и называлось «Как спит Татарстан». Мы взяли обычных людей, причем я сразу подчеркну, здоровых людей, жителей города Казани, набережных Челнов, сельских районов республики, и посмотрели, проанкетировали, как спят татарстанцы. Это исследование было доложено на Европейском конгрессе исследователей сна и получило заинтересованные отклики наших европейских коллег. Значительная часть людей пользуются для лечения своей бессонницы, как они ее называют, самыми разнообразными средствами. Причем тревожащие цифры. Более трети из них используют препараты бензодиазепинового ряда, которые, с одной стороны, вам дают сон, с другой стороны, забирают этот сон, разрушая структуру нормального сна, так называемую архитектонику сна. А вот самое интересное, что же делает оставшиеся 60% тех, кто страдает от нарушения сна? Все, что угодно. Капли зеленина, телевизор, чтение газет, молитвы, секс, мед. Да, о меде. Ко мне приходит кряжестый, осанистый, солидный мужчина, который с порога заявляет: Эдуард Закирьянович, я плохо сплю уже вот целый год, но мощно борюсь с этой бессонницей. Я задаю ему вопрос: как вы это делаете? О, говорит он, у меня прекрасное средство. Скажите, спрашивает он меня, мед полезен? Я говорю, ну да, полезен. Я уже чувствую что-то недоброе. Так вот, говорит он, я зачерпываю пригоршню меда,
и мажу этим медом свой ствол. Я говорю, какой ствол? Он говорит, ствол мозга. У человека же есть ствол мозга? Я говорю, мозг есть, ствол есть. Мед полезен? Я говорю, полезен. Вот я беру этот мед и мажу свой ствол, а он диффундирует. Я говорю, кто диффундирует? Ну, мед. Мед диффундирует ствол мозга, и мне становится немножко легче. Правда, целый год я все равно страдаю от бессонницы. Я минуту молчал. Потом мы несколько месяцев, конечно, работали с этим пациентом, используя нормальные средства для лечения его инсомнии, для того, чтобы вернуть его к нормальному сну. Другая дама, пришедшая ко мне на прием, опустив глаза, заявила, Эдуард Закирьянович, у меня к вам вопрос интимный. Что мне делать? Сначала помолиться, а потом заниматься сексом? Или сначала заняться сексом, а потом уже помолиться? Мне что-то из этого, я вычитала, должно помочь. Но теперь серьезно. Как поступить? Что сделать, чтобы вот эти объятия Морфея обняли нас? Когда мы заходим в спальню, и, наконец, мы смогли бы смежить усталые веки и отдаться в эти объятия. Когда вы заходите в спальню, вы должны помнить, что это место только для двух вещей на букву «С». Это сон и секс. Ни поедание котлет, ни выяснение отношений, ни чтение новостей, ни просмотр телевизионных программ, ничего этого в вашей спальне не должно быть. Только сон и секс. Вот об этом мы сегодня поподробнее и поговорим. Итак, обсуждая проблемы нарушений сна, я должен сказать, что простая сакраментальная фраза «доктор, я плохо сплю», стоит под собой очень много необычных, порой на первый взгляд, причин и совершенно особых факторов для развития этой самой пресловутой обычной тривиальной бессонницы. Итак, вы говорите, доктор, я плохо сплю. Но если при этом вы знаете, что вам об этом говорят, вы храпите, у вас артериальная гипертензия, вы, несмотря на диету, безуспешно боретесь с вашим излишним весом и испытываете дневную сонливость, знайте, что, возможно, у вас грозные признаки такого заболевания, как синдром апноэ сна. Заболевание, которое возрастает с каждым годом по своей выраженности и приводит наших пациентов к инсульту и инфаркту миокарда. И снова пример. Я вспоминаю своего пациента, который вместо того, чтобы провести адекватное обследование, проконсультироваться у сомнолога и сделать полисомнографическое исследование, посчитал, что это для него дорого, и он попробует избавиться от своего храпа каким-то другим средством. Да, такие средства есть. На Алиэкспресс вы можете ее заказать за 200 рублей, по-моему. Такое средство, когда вы вставите в рот себе что-то подобие пустышки и вроде бы избавитесь от храпа. На самом деле, посчитайте. Может быть, с одной стороны, 200 рублей на абсолютно бесполезные средства, или вы потратите десятки тысяч рублей на реабилитацию вашего родственника или себя, не дай бог, когда возникает инсульт. Взвесьте расходы. Могу сказать, что количество дорожно-транспортных происшествий, тяжелейших аварий со смертельным исходом, и наши сотрудники ГИБДД об этом прекрасно знают, связаны с нарушением сна. Нарушением сна, которое возникает именно из-за синдрома апноэ сна у храпунов, у людей, плохо спящих и при этом храпящих во сне. Второй пример. Вы говорите, доктор, я плохо сплю. Но если задать дополнительный вопрос и окажется, что среди ночи вы просыпаетесь и во время пробуждения в 2-3 часа ночи у вас идет поток негативных мыслей, то это признаки совершенно другой проблемы. Не обычной бессонницы, а депрессии или тревоги. Депрессии или тревоги, которые требуют назначения специализированных антидепрессивных препаратов или анксиолитиков. И здесь не надо бояться, что вы должны получить соответствующее специализированное лечение, а не какие-то снотворные препараты, которые попытаются пригасить эту инсомнию или бессонницу. И таких примеров мы можем приводить очень и очень много. Проблема нарушений сна – это междисциплинарная проблема. Вы удивитесь, если узнаете, что пациент, человек с нарушением сна может прийти к кардиологу, эндокринологу, терапевту, лор-врачу. Кстати, о лор-врачах. Если вдруг
у вашего близкого есть расстройство сна и храп, очень часто вы бежите к лор-врачу для того, чтобы избавить своего близкого от этой серьезной проблемы. Но забывают очень многие, что прежде чем провести операцию у храпуна, надо произвести специальное золотое диагностическое исследование, полисомнографию. Далее, когда вспоминаем мы наших пациентов с храпом, синдромом апноэ сна, как я уже говорил, это грозное заболевание, ведущее к инсульту и инфаркту, я напомню этого пациента, который, к сожалению, поставил на чашу весов некое количество денежных знаков, посчитав, что полисомнография для него дорога и консультация слишком хлопотна, но через год я его увидел уже с последствиями инсульта и задал ему риторический вопрос. А теперь вы сколько денег потратите на свою реабилитацию после инсульта? Ответом было красноречивое молчание. И еще очень важный момент, обращаясь к своим коллегам. 1 из 20 врачей в Соединенных Штатах Америки убивает своего пациента из-за нарушений сна. Не у пациента, а у самого себя. Когда после бессонной ночи, после тяжелого дежурства вы садитесь за руль своего автомобиля, помните, что риск ДТП возрастает в 160%. Далее, риск уколоться или порезаться во время операции у хирурга, проведшего бессонную ночь, возрастает на 170%. И это серьезные цифры, которыми оперируют наши американские коллеги. И эти данные опубликованы Национальным фондом исследования сна Соединенных Штатов. Следовательно, мы все должны хорошо спать. Что делать? Первое. Всегда ложиться в одно и то же время. Это железный принцип, которому вы должны следовать и в выходные дни. Дело в том, что многие из вас допускают классическую ошибку, когда в субботу или воскресенье вы начинаете отсыпаться, сдвигая свои биологические часы и нарушая свой естественный циркадианный ритм. И этого делать ни в коем случае нельзя. Рекомендуется ложиться спать до полуночи и вставать в 7-6 утра. Те из вас, кто мне скажет: позвольте, доктор, но я не выспался, я под утро уснул и хочу немножко поспать подольше. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вы должны вставать в одно и то же время. И тогда с течением дня или 2 суток давление сна произойдет, вы придете к сонливости в вечерние часы. Следующее. Никаких физических упражнений и никаких приемов пищи за 3 часа до сна. Вы все должны завершить и готовиться как к волшебному ритуалу, к своему сну, к походу в спальню, в объятия того самого Морфея. Никаких выяснений отношений, рабочих вопросов, просмотра телепередач, чтения газет с тревожащими вас новостями в спальне быть не должно. Я напоминаю, 2 вещи на букву «С» – сон и секс. И более ничего в вашей спальне. Далее. Конечно, можно использовать и методику водных процедур. Перед сном теплый душ или ванна, но никак не горячая баня с веником. Таким образом, вы нарушите другой циркадианный ритм, уже температурный. И вместо того, чтобы ваша температура к ночи стала бы опускаться, она взметает вверх. Это очень важно. Почему я говорю о том, что перед сном нельзя держать в руках гаджетов, смартфонов? Дело в том, что когда вы используете ваш смартфон, помните, голубой свет влияет на ваш мозг неблагоприятно, и он нарушает секрецию гормона мелатонина, гормона Дракулы, который во время ночных часов, поднимаясь в своей концентрации, позволяет открыть ворота сна и позволяет вам уснуть. Но что вы делаете? Вы заглядываете за новостями в свой гаджет, и голубой свет, проникая в ваш мозг, нарушает этот синтез, который падает до 50%. Помните, пожалуйста, об этом. Если же у вас начались какие-то проблемы, конечно, не надо заниматься самолечением, лучше прийти к специалисту-сомнологу, чтобы детально проработать каждую из позиций и ответить на важнейшие вопросы. Где вы спите? На чем вы спите? С кем вы спите? Каковы условия вашего сна? И как вы приходите к вашему сну? Вот тогда мы можем вам помочь. А теперь несколько советов тем из вас, кто не может уснуть, кто ворочается часами, и какие ошибки вы допускаете в этом случае. Первое. Если вы не можете заснуть в течение 30 минут,
то вы должны встать, обязательно встать и выйти из своей спальни. Ни в коем случае ваша спальня не должна ассоциироваться с местом, где вы не спите. Что делать дальше? Вы уходите на кухню, в другую комнату, включаете мягкий ночник и начинаете заниматься простыми и даже несколько скучными делами. Вязание, чтение бумажной книги, мытьем посуды, перебиранием каких-то вещей. Как только вы почувствуете, что веки начинают слипаться, в этот момент вы возвращаетесь в спальню. Следующее – дыхание. Есть прямое шаолиньское дыхание, брюшное дыхание. Этих методик великое множество, и мы отдельно будем говорить в следующих выпусках об этом. Далее, третья позиция – это медитативная техника. Вот здесь возможность расслабления даже не физического, а скорее, можно сказать, своего сознания, является очень важным для достижения хорошего сна. Один простой пример. В 2019 году вышли новые рекомендации, международные рекомендации по лечению бессонницы. Знаете ли вы, что на первом месте там стоят не препараты, не какие-то инструментальные методики для лечения сна, а именно методики так называемой когнитивно-поведенческой терапии, когда с пациентом начинает работать с его сознанием, с его ошибочными представлениями о его бессоннице. Это очень важно для того, чтобы достичь успеха в лечении этих серьезных нарушений. И, наконец, я всем нам желаю спать. Спать хорошо, с медом, без меда, но с правильными людьми, в правильной кровати, в правильном месте. Приходить в объятия Морфея и не пренебрегайте нашими советами. Следите за новостями нейронаук с Эдуардом Якуповым. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить самое важное. Удачи!